Сегодня рассмотрим, как определить, есть ли утечка тока в авто на примере BMW X5 в кузове E53, 2004 год. И если в авто есть утечки тока, аккумулятор будет постоянно подвергаться разрядам и в итоге разрядится в ноль, что есть разрушительно для аккумулятора. Откуда берется утечка тока? Это может быть внештатная сигнализация, дополнительное устройство, аудиосистема, радиомодуль, неисправность в электропроводке, блок навигации, блок телефона, усилители, внештатные усилители. Также могут быть виной резисторы, резистор печки, еж. Видео о еже есть на канале. Ссылочку оставлю вот здесь в всплывающем окне сверху и под видео в описании. Сейчас проверим, как дает заряд генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, он же тестер. Подключаем щупы к тестеру. Красный щуп подключаем в этот разъем. Черный щуп подключаем в разъем COM. Далее фиксируем щупы на клеммах аккумулятора. Красный щуп фиксируем на плюсовой клемме аккумулятора. Черный щуп фиксируем на минусовой клемме аккумулятора. Включаем наш мультиметр. Сейчас у нас на незаведенную 11,78 вольта. Запускаем машину. Так, запустили. И прибор у нас на заведенную показывает 13,7 вольта, что есть приемлемо. Идеальный показатель 13,9-14 вольт. Оглушим машину. Далее приступим к поиску утечки тока. Для этого нам понадобится наш мультиметр, он же тестер. Сейчас мы приступим к его подключению. Для того, чтобы подключить мультиметр, нам нужно вставить разъемы щупов в посадочные гнезда на мультиметре. Красный щуп подключаем в разъем 10 ампер. Черный разъем щупа подключаем в посадочное место на мультиметре. Разъем COM. Подсоединяем. Далее переводим прибор в режим измерения постоянного тока. Положение 10 ампер на приборе. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем ее. Далее фиксируем щупы мультиметра. Один щуп фиксируем на минусовой клемме аккумулятора. Поджимаем. Второй щуп мультиметра фиксируем на минусе аккумулятора. И устанавливаем минусовой щуп. Сейчас у нас на тестере вот такой показатель. Далее нам нужно закрыть все двери автомобиля и закрыть крышку багажника. Крышку багажника я закрою принудительно. Вот в такое положение. Нижнюю крышку багажника также закрываем. И закрываем машину с брелка. Далее ждем, пока машина заснет. Смотрим на индикатор селектора КПП. Лампочка возле селектора должна потухнуть. И смотрим на показатели прибора. Еще раз повторюсь, перед тем как закрыть машину, нужно сымитировать закрытие замка багажника.
Замок у нас находится вот в таком положении, в закрытом. И закрыта нижняя часть багажника. И смотрим, какое потребление тока у нас будет после того, как мы закрыли багажник, все двери и закрыли автомобиль. Сейчас у нас вот такой показатель. Автомобиль еще не заснул. Когда машина в спящем режиме, она не должна потреблять более 20-40 мА. Если потребление больше, это говорит о том, что есть потребители тока. Проверяем индикатор на селекторе АКПП. Дожидаемся, пока он потухнет. Это индикатор того, что автомобиль заснул. И засекаем таймер. Показатель постепенно снижается. Сейчас 420-430 мА. Но автомобиль еще не заснул. Ждем дальше. Так, таймер у нас сработал. Прошло ровно 15 минут. Автомобиль должен уже заснуть. Проверяем селектор. В нашем случае возле селектора лампа уже потухла. И на нашем мультиметре вот такой показатель. 80-70 мА. Что есть многовато. В нашем случае есть потребитель. Оптимальные значения 20-40 мА. Сегодня мы рассмотрели, как определить, есть ли утечка тока в авто на примере 53-го кузова. Далее на канал добавлю видео о том, как найти места утечки. Ссылку оставлю вверху в всплывающем окне и под видео в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Thank you.